Приветик счастливый летит к вам. Роскошный приветик летит. Вот такой роскошный летит приветик. Знаете, я когда говорю счастливый приветик или там счастье, счастье, счастье или роскошный приветик, я его представляю. Я его вижу, я его представляю. Вот я представляю, что такое роскошный приветик. Или просто что такое счастье. Вот я его как-то представляю. Всегда по-разному. Я не знаю, у кого как ассоциации работают. Но я вот представляю. Как может вот залететь, я всегда представляю, что у меня немножечко так дверь открыта, вот немножечко или окошечко. И вот оно залетает, и его становится так много. Счастья. Приветик. Спасибо всем за комментарии. Прям получила такие комментарии. Такие шикарные получила комментарии. Просто себя почувствовала профессиональной портнихой. Ну, я еще учусь. Но когда мне кто-то пишет: Розана, говорю вам как портниха с 20-30-летним стажем. У вас вот это хорошо, у вас вот это хорошо. Ой, вы себе не представляете, как мне это прям мед на душу. Потому что я же еще учусь. И мне кажется, только начинается. Потому что еще много что я не умею. И хотела бы научиться. Так что спасибо всем большое за такие роскошные комментарии. И многие написали, что здесь вложен такой труд, столько труда. Вообще труда здесь нет. Они как-то сами шились. Сами шились эти все вещи. Это еще это же я вам только-только показала ни о чем. Еще же очень много. В вещах много. Они как-то сами шились. Вот так, чтобы я так трудилась, так, не знаю, садилась и как-то так. И вот оно получалось, и раз, и это получилось. Какой-то день, может быть, 2-3 дня назад, я такая думаю, мне сегодня никуда пойти не могу, какой-то ветер был, сыро, в общем, думаю, сегодня никуда нет. Дома остаешься дома, что делать? И я себе, знаете, прям вот с утра, я себе с утра говорю: придите какие-то мне идеи. Ну, по-другому я себе говорю: Розана, ты такая умница. Ты обязательно какую-то сейчас идею найдешь. Вот, вы понимаете, сама себе говорю: Розана, думай. Ты обязательно сейчас что-то себе придумаешь. Ну вот придумаешь, и вы себе не представляете. Сама говорю, просто говорю вот так, мысленно. Ну, я обязательно что-то... Я не говорю я как-то говорю с собой, вот как Розана. Розана, ты что-то сейчас придумаешь. Обязательно ты украсишь свой день. Вот ты умница, ты сейчас себе что-то... И вы знаете, я что-то открыла YouTube, что-то посмотрела, и куда-то меня что-то... Я так увлекла этот свой день, когда закончился день, что я про себя подумала: ну надо же, как я себе нашла. Ну вот как-то, знаете, как будто ты установку дал. Я вам говорю, это я делаю неосознанно. Это делается годами. Это делается с детства у меня. Вот как-то я себе говорила, это вот годами, это, знаете, настолько натренировано, что это вот не специально какая-то, это делается мимоходом, мимо. Но ты как будто своему мозгу установку какую-то даешь. И оно так работает, оно так выводит. Это как вам лайфхак. Вот так просто какую-то установку себе давать. Вчера вечером уже легла я, что-то телефончик листала, нашла там один
Нашла, выскочил один рецепт, что-то глазу вечером. Но, вечером ложусь. Рецепт. Просмотреть, смотрю, какой-то там рецепт. Грибной суп. И так как был сделан этот грибной суп, оно немножечко, что-то там, пару ингредиентов я убрала, но когда я его посмотрела, и я себе думаю, я завтра приготовлю вот по тому, как по этому рецепту. Вот даже сейчас, если скажете мне, где я его посмотрела, оно же, знаешь, в ленте идет, я даже не помню, где я его посмотрела, потому что я без звука, без ничего. Я посмотрела, как он руками, что это положил, что сделал. Я сегодня пошла, купила, и вы знаете, сварила суп я, конечно, его не записывала, но я его, наверное, сделаю. Это суп, это просто такой delicious, такой деликатес. Всего 3 ингредиента и вода. Роскошный суп такой, это как и суп, и как второе, и первое. Роскошный такой, всего 3 ингредиента, от которых я осталась очень сыта. И не поправишься в жизни, но ты сыт. Вот такой суп сделала грибной. Я его себе взяла на заметку, очень мне понравился, и как-нибудь его сделаю и презентую вам. Но тоже это, вот как знаете, я посмотрела, что-то мне это понравилось, и я утром так не думаю выходить, у меня все продукты есть, мне ничего, потом себе сказала, Розана, ты хотела, ты это захотела, иди. И не предавай вот это свое желание, не предавай. Иди. Я оделась, я купила, выбрала, у меня грибов не было, у меня не было грибов. У меня все было, у меня не было грибов, все было. Там всего 3 ингредиента. Грибы только купила, но я там что-то уже по ходу другое еще взяла. И я пришла домой и сделала, то есть, такая себе сказала, не предавай вот это свое чувство, твой организм это захотел, это такое чувство, не предавай его, иди и купи. И вот я пошла, купила, сделала, я получила такое удовольствие. Конечно, я его делала, я этот суп делала, я с ним разговаривала, я с этими грибами, они такие грибочки, такие прям, знаете, прям я разговаривала. Я говорю, этим грибочкам вы хотели, вот просто хотели ко мне попасть в дом, вот вы хотели, чтобы я с вами, я их как-то тру, они прям живые эти грибочки были. Потрясающий был суп, просто роскошный. Так, такой был комментарий, сейчас зачитаю. Пишет Светлана. Сейчас я поставлю чуть-чуть поудобнее компьютер. Лаптоп. Светлана Шилаумова пишет. Доброго времени суток. Розана, смотрю вас всегда, и гороскопы в том числе, но никогда не комментировала. Но посмотрев вот это видео, там, где я показываю все свои работы, почти все, но посмотрев это видео, не могла удержаться. То, что вы творите, это просто чудо. Такие шедевры творите, глаз не оторвать. Спасибо вам, Розаночка, вы молодец, вы женщина-сказка. Я хочу тоже научиться шить. Выбираю швейную машинку, не знаю, какую лучше выбрать. А какой в швейной машинке шьете вы, Розана? Вот так пишет Светлана. Светлана, спасибо большое за такие красивые, чудесные слова. Всем большое спасибо. Все написали. Вы знаете, я вам скажу, я когда смотрю, кто-то что-то шьет, я всегда человеку, вот вы знаете, это просто, вот женщина показывает, как замочек вставить, женщина другая показывает, как это. Вот я каждой поставлю лайк, и я обязательно напишу браво, или там я напишу палец вверх, потому что это, действительно, вы понимаете, это... красиво, когда человек умеет шить. Оказывается, это красиво.
Вот так же, как человек, который умеет красиво подстригать. Это такая красивая специальность парикмахер. Ну вот красиво, когда человек ножницами владеет, краской владеет, формы видит, знает, как подстричь. Вот, понимаете, этот волос держит его, как-то укладывает, и вот в руках это все, понимаете, преобразовывается. Ты пришел седой там, или какой, волосы так отросли, и выходишь такая. Это действительно очень красивые профессии, кто готовить умеет. Вот кто-то, знаете, прям вот мне может блюдо приобрести вкус, когда я вот тут руки слежу, как так сделал. Особенно если делаю чистенько. Я вот в шитье люблю. Когда сумки смотрела, этот Дон Ким, вот этот сит его смотрела, его сайт, он очень чисто шьет. Вот он чисто шьет. Это эти швы, он их отутюживает. Как-то вот, понимаете, вот прям чисто, вот прям руки. Влюбиться вот в его сумки можно, и только то, как он их шьет, как он руки показывает, вот как он делает. Вот кто готовит, как нарезает. Я очень люблю, когда делают в перчатках. Но я люблю, когда делают в перчатках. Лук, все что угодно в перчатках. Мне это больше эстетики, чем если это делается руками. Особенно, когда мясо руками или там что-то. Ну, я не говорю, что это хорошо или плохо. Вообще таких категорий нет. Я говорю, как мне эстетика больше смотрится. Поэтому всем большое спасибо, кто написал такие роскошные комментарии написали. Теперь по поводу машинки не только Светлана спрашивала, какая у меня машинка, но еще кто-то спрашивал. Моя машинка, ну вы знаете, Зингер, это от нее инструкция была. И все, что начинается серия 44, 55, вот посмотрите, серия пошли 44, S, 44, 11, 44, 23, 44, 32 и так, 55, 23. То есть все, что начинается с 44, это все, ну они более уже менее усовершенствованные, они уже такие, ну немножко такие huge, такие потяжелее. То есть не только они сделаны из какой-то пластмассы, а уже туда все внутри все металлическое, такое покапитальнее немножко. Единственное различие есть, у меня 44-32, по-моему. Потому что вот я вам сейчас даже ее зафотографировала, машину свою, там нигде номер не указан. Но когда я ее покупала, по-моему, был вот этот номер. Сейчас я вам ее покажу. Ну вот она моя домашняя, вот она. Вот номера нигде, я ее со всех сторон посмотрела, на ней, как на самой, номера не написано. Единственное, в чем там разница, в электронике. Чем больше электроники, тем она идет немножко другого не качества. У них вот это, начиная с 44 и плюс номер, они по качеству одного и то же, просто немножко наворочено. Вот кто знает, у кого машина есть, кто водит машину, то знает, что какого класса машина, насколько они просто, сейчас уже все машины наворочены, просто что какого оно, вот так и здесь. Поэтому смотрите, вот у меня Зингер, вот эту машинку, которую я купила недавно, я ее купила вот, наверное, в декабре, я ее купила. Ну, она не просто шьет, она прям, знаете, вот прям песню поет, когда ты, вот понимаете, песня льется, или вот мед разливается, или вот, я не знаю, ну или вот радость, счастье, солнце заливается. Вот так вот она шьет. Она как будто бы вот что-то излучает. У нее такой, ну по сравнению с тем, что у меня была, тоже была Зингер. Но стой, как-то мне нужно было. Я сейчас, глядя, ну, работая с этой, я себе думаю, ну надо же, я еще там, думаю, как я там все это шила. Потому что здесь я себе положила, и оно у меня, а на той машинке мне нужно было, я строчу, а тут чуть-чуть как-то вот, как будто ты чуть-чуть подтягиваешь, как будто ты помогаешь. То есть эта рука здесь эту приспособить. Как-то ее, ну, немножко она была, тоже была Зингер.
Но устаревшая, наверное, модель, или я не знаю как. Хотя, ну, в общем, эта машинка, какой она роскошный делает зигзаг. Каких вариантов только зигзаг она не делает. Вот шов сам по себе, настройка сама по себе. Сама игла тоже Зингер. Это, конечно, качество другое. И к ней шла еще одна дополнительная игла, то есть как это у меня выйдет, если из строя. У меня еще одна Зингер есть. То есть как-то это сейчас прям, знаете, прям, ну вот оно, я это не шью, а как будто вот оно, знаете, вот оно как-то создается само, вот оно как будто лепится, рисуется, я даже не знаю как. Но она мне настолько комфортна, эта машинка. Так что вот моя машинка Зингер. Вот это хотела вам показать, сказать. Конечно, когда ты чем-то увлечен, вот всегда давай себе вот прям установку себе давай. Это я вам говорю, что первое твое ровное психологическое состояние, первое, это тренировка. Тренировка. Вот как ты тренируешь все, так здесь тренируется, здесь тоже тренируется. Вот у меня натренировано за всю жизнь, натренировано. Утром не могу встать с плохим настроением. Вот я не могу встать с плохим настроением. Вот я встала, глаза открыла, я не знаю, я ее натяну, эту улыбку. Вот она как-то, понимаете, несмотря ни на что, никогда, ни на одну секунду, ни на один день, вот я не встала, чтобы мне, вот я встала, и вот этот вот день, я не могу. Натренирована за долгие годы. Тренировка. Хотела сейчас вам один почитать комментарий. Многие пишут: Розана, золотые руки. Ой, мне, вы знаете, такие комментарии написали. Я только учусь. Это... Спасибо большое вам. Настолько вы щедры на красивые слова. И это щедрость души, щедрость слов. Вот вы понимаете? Со многими или со всеми из вас мы никогда не увидимся, никогда не встретимся. Поэтому все эти ваши комментарии, ваши слова больше придают значимости. Потому что это же не то, что мы с вами, когда-то в жизни встретимся, и вот вы там хорошо сказали, и у нас какие-то отношения. Это мы с людьми, которыми ты по жизни никогда и не встретишься. И человек тебе такие слова говорит, это говорит о большой щедрости души. Очень красивые, много приятные, чудесные слова написали. Надежда пишет: Розана, ты сидишь на кровати, как в какой-то сказке, а сделала ее сама себе. Я всегда говорю, только сам себе делай. Никто не сделает. Но когда ты можешь это сделать себе, ты можешь с этим поделиться. Вот так, как я с вами делюсь. Ты можешь поделиться. А когда ты это не делаешь, а ждешь, что кто-то придет и тебе сделает, никто не сделает. Только сделает, ты поделишься. Вот я поделилась с вами, и я столько получила. Точно так же, столько же получила. Поэтому, конечно, только сам. Никто не придет, за ручку тебя не возьмет и не скажет: я тебе сделаю счастливой, и я тебя сделаю обеспеченной. И что, еще у тебя проблемы есть? И твои проблемы... Ой, давайте не будем даже тратить на это время. Розана волшебница, золотые руки. Вот, кстати, такой хороший тоже комментарий. Масса пишет.
Маса Иванов пишет. Ваш дом полон друзей, ведь ваши творения, ваши друзья, и это здорово. Ой, как вы красиво написали, как вы правильно написали. Они действительно все мои друзья. Я эти покрывала, которые, все, чем я накрываюсь, все, это же я все сделала сама. Они действительно мне столько тепла и уюта дают. Но вы знаете, я всегда покупала, у меня всегда постельное белье хорошее. Ральф Лоран я покупала, Лакост покупала. Ну, таких компаний, которые, ну, хорошие. Ничего не сравнится, как ты сам пошьешь. Ничего не сравнится, как ты пошьешь сам. Как на этом на всем приятно спать. Правда, это друзья, она правда написала, Масса правильно написала. Ваш дом полон друзей, ведь ваши творения, ваши друзья, и это здорово. Спасибо большое, правда. Эти подушечки с этими, мальчик-девочка и с девочкой, ну это же чудо такое, но это просто, действительно, смотришь, глазу приятно. Глаз не оторвать, приятно, все так красиво-красиво написали. Ну, хочу сейчас зачитать один комментарий. Анечка моя, Анечка Андреева пишет. Андреевна. А мне все нравится, Розаночка. Вселенная послала мне вас, Розаночка, недаром. Моя хорошая, моя хорошая. Везде мне пишите, хорошие комментарии пишите, доброжелательный, умница. Спасибо большое. Спасибо вам. Лейла пишет. Розана, спасибо большое вам и приятного вам аппетита. Кто-то пишет, как, Розана, 5 блинчиков? Вы себе это, знаете, это на тарелке блинчики. Вы себе не представляете, они вот такусенькие. Они маленькие такие. У меня сковородочка есть на 20 сантиметров. Вот сковородочка на 20. Вот прям вот такусенькая, вот такое, вот кругленькая, вот такая. 20 сантиметров. А есть сковородочка 26. И это такая большая разница, 20 и 26. И есть 26, она такая, я ею практически не пользуюсь, если кто-то, дети приходят. А вот это маленькая. И там еще меньше получается блинчик. Их 5, но как будто, поверьте, 2. Они совсем маленькие. Ну, на тарелочке вид, как будто бы это блинчики. Это такие малюсенькие. И... Ой, да. Я еще, когда их сделаю, думаю, оставить их или разделить их на две части. Ну, когда потом подогреваешь, они не очень, надо сразу. Не съела, конечно, сразу не съела. Накануне показывала, я запекла, кто-то пишет, Розана, такие котлетки хорошенькие. Это не котлетки, это картошечка запеченная. Я же мясо не ем. Не ем уже лет 5, наверное, не ем. Ну, не потому, что я не... Как-то вот само не захотелось. Рыбу оставила. Рыбы, вы знаете, уже, наверное, год и рыбу нет. И так чувствую, что я ее просто не хочу. Не потому, что я специально продукты убрала. Я ее просто не хочу. Так что я думаю, рыба тоже ушла. Безвозвратно. Мясо, рыбу не ем. Это картошечка, запеченная картошечка. У нас есть картошечка, она продается специально предназначена. Если нарисовано, что она для духовки, она именно будет для духовки. Она получается, вы себе не представляете, как будто вот в детстве на улице там мы делали костер и запекали в костре картошку. И вот этот вот я запекаю в духовке. У меня моя плита, она не электрическая, она на газе. Очень редко у кого вообще в Канаде есть газовые плиты. Очень редко. У нас все электрические. Даже в моем доме, ну, наверное, у меня у одной.
Вот у меня газовая плита. Не по стоимости, по стоимости, то есть, ну, если ты оплачиваешь, оно одинаково, что электрическое, что газовое, то есть не в этом дело. Но у нас не популярны газовые, и нельзя газовые. У меня по инструкции в моем апартменте все алярмы стоят для того, что я имею право эту газовую иметь. Но алярмы отдельно стоят, специальные датчики именно на моей квартире. Все датчики, которые инспекции постоянно проверяют для того, чтобы... Но это не часто встретишь в Канаде газовые. И вот когда я запекаю, оно запекается, как будто, знаете, там же снизу этот огонь, как будто бы она на костре запечена. Запах роскошный, какая-то корочка появляется. Они специально для... Вот я покупаю такая картошечка, которая она маленькая, иногда такая продолговатенькая, ты ее пополам, и продается специальный пакетик сыпучий, вот, ну, сразу травы, которые именно вот для этого. Я это тоже отдельно покупаю, я засыпаю. И вы знаете, оно получается, ну, настолько вкусно. Вот мне там я сделаю в духовке. Конечно, все я сразу там я сделаю 2-3 картошечки, если я возьму. Да если еще какой-то у меня там был горошек, я горошек. Если нет, какой-то салатик. Так. Очень многие пишут: Розана, вы так мало кушаете, или это правда, или это неправда. Кто как? Вы считаете, что это неправда кому-то? Ну, значит, это неправда. Я никому не собираюсь с кем-то спорить или доказывать. Я ем очень мало. И мне этого достаточно. На эту тему больше даже возвращаться не буду. И точно так же было с моей мамой, с которой вы себе не представляете, как я возмущалась, как мы с детьми, с остальными, как мы между собой обсуждали и ругали маму. И я ругала ее. Я ей говорила, что ты... Я даже ей говорила, что ты мне показываешь, что ты мало ешь, что ты ничего не... Что ты, говорю, мне это показываешь? Мама, для чего ты мне показываешь, что ты... Она мне говорит: отвяжись от меня, я не хочу. Я не понимала. Я никогда много не ела. Я сама по себе никогда много не ела. Но как я сейчас ем мало. И мне этого вот так. Физически лишнюю ложку я возьму, физически лишнюю ложку. Мне вот она уже здесь стоит. Я себе всегда говорю, ну лучше... Перед тем, как ее сюда нести, я себе думаю, ну она мне... Вот так. У меня было точно так же у мамы. Я не худенькая, я не изможденная. Я вам говорю, мы с сестрой, у нас 2 года с сестрой разница, ни о чем. Моя сестра сколько ест, когда хочет, сколько хочет. И моя сестра половина, чем я. Еще мельче меня. А мы с ней 2 года разница, она 2 года меня старше. Рост одинаковый, все одинаково. И сестра еще меньше, хотя сестра ест, не соблюдает, как я. И всегда тоже мне говорит: что ты там ела, что ты готовила? Говорю, мне хватит. Вот не выходя из дома, мне хватит. Она говорит: а что ж ты там ешь? Говорю, ну вот я так, как мама. Она говорит, я ем и... Я не знаю, в моем возрасте кто много ест. Я даже не представляю, вот как... А куда эти калории деть? Да при том, что я еще зарядку делаю. И летом, вот начиная с прошлой вот весны, я ходила по 18 километров, 13 километров, 15 километров. Я ходила пешком столько. Ну ладно, у всех по-разному, конечно, у всех по-разному работает система, поэтому я... Кто как. Розана, дорогая, весело с вами потанцевала с дочерьми под твист. Слышу слушаю силу духа от вас. Очень хочу изменений. Благодарю вас. Это Лидия пишет. Лидия,
Бадыкшанова. Дорогая Розана, весело с вами потанцевали с дочерьми под твист. Слушаю силу духа от вас. Очень хочу изменений. Благодарю вас. Я постоянно недовольна всем. С собой уже 3 точки. Это уже... А что говорить о семье? Упражнения делаю. Стараюсь ровно спать. Есть перекосы. Какое это благо упражнение. Сегодня я слушала ваше видео. В нем вы сказали, что знаете все о свиданиях. Как их подготовить? Ой, знаю. Ой, знаю. Я так люблю свидания. Я их готовлю. Сейчас вот у меня моя... Сейчас уже меньше. У меня сейчас одна приятельница в таком роскошном возрасте. Она в свободном плавании. Я ей говорю, я тебе расскажу, как вообще, что такое свидание, как это. Ой. Ну, не потому, что там у меня опыт большой. Конечно, нет. Но для меня это процесс. Вот как я шью, оно у меня вот шьется. Вот так я, когда с мужчиной, вот оно у меня получается. Такие свидания роскошные могу. Как их подготовить? Скоро день влюбленных. Пожалуйста, поделитесь опытом. Хочу мужу сюрприз сделать. И не только в этот праздник. Заранее благодарю, наша богиня. Ой, Лидия, спасибо за такие слова. Потанцевала твист. Это флешмоб, запущен по всему миру. Еще раз говорю, что я в тот день, вам говорю, все свои наряды наперемерила, что-то снимала, ракурс откуда. Дома не пляшешь, не... Ну, вы знаете, сама даже пересматриваю, я себя же со стороны сама пересматриваю, думаю, да, надо же. Эстетически не вульгарно, абсолютно не вульгарно. Эстетически выдержано, все-таки упражнение сделало свое дело. На ногах потрясающе. Упражнение, конечно, просто... Вообще великолепное. Делайте это упражнение. Тело возвращается в такой возраст. Само тело, состояние кожи вообще потрясающе. Делайте. Ну, насчет свиданий, знаете, это надо настроение иметь, чтобы это рассказать. Вот так вот настроение, чтобы это рассказать. Во-первых. Во-вторых, не особо это расскажешь на ютубную публику. Ну, вот так взять и рассказать. Ну, как-то я соберусь, сделаю. Но когда ты уже в каком-то определенном возрасте, когда тебе, я так думаю, что уже не надо создавать семью для того, чтобы потомство, то есть ты в другой гормональном измерении, то когда ты в гормонах таких, что вот этот инстинкт рожать, женщиной стать, мамой стать, женой стать, это ты по-другому. А когда ты уже более освобождена от этого, то ты настолько красиво проживаешь эти все ощущения, оно по-другому, конечно, работает. Но как-нибудь, когда будет вот именно эта волна, я расскажу. Все всегда делать только для себя. Ты эту эстетику ты делаешь для себя. И мужчина всегда играет под твоим правилам. Я вам рассказывала. На удивление. Они с удовольствием следуют. Дай им сигнал, они следуют этому сигналу. Они хотят это. Я вам рассказывала. Я встречаюсь, если у меня есть какое-то свидание, я встречаюсь всегда очень рано. И всегда встречаюсь на Монтройл горе, то есть на прогулке. Ну что сесть в ресторане, сидеть, кушать и общаться? Ну ты что-то кушаешь, что-то у тебя где-то что-то застряло, ты уже видишь, это ж возрастная категория, другая, ты же уже не, по-другому ты смотришь на человека. Поэтому я встречаюсь, назначаю рано, идем, делаем огромную прогулку. И когда во время прогулки ты уже там себя по-другому ведешь, тебя не обязывает ничего. Поэтому вот эти свидания, и встречи эти, когда они уже другого,
гормонального характера, ты это такое наслаждение. И я вам скажу, ну, не было такого варианта, чтобы... Один раз я вам рассказывала, меня познакомили. Так вот, у меня только случилось это с мужем, что-то там прошло немножко, 2 месяца, наверное. Меня хотели познакомить с одним мужчиной. Мужчина, мы там были, я была у одних знакомых своих, он там тоже был, мы там познакомились, но мы специально, они меня позвали, его, в общем, компания там была, в общем, мы познакомились и договорились встретиться. Мужчина вообще не отсюда, не из этой страны, он здесь был в гостях, и он был уже здесь, там, допустим, не первый раз, но постоянно здесь не проживал. В общем, там свои какие сейчас, в общем, да. И я просто сказала, что он говорит, где мы сможем, я хотел бы с вами встретиться, увидеться, что-то такое, где бы мы могли увидеться. Я говорю, я утром в 6 утра или в 5 утра, или в 5:30, я вот так и так на Монтройл, я делаю прогулку. Хотите, приезжайте туда, мы с вами пообщаемся с удовольствием. Человек вообще город не знает, ничего. Но машина у него была в рент. Машина у него была вот здесь, чтобы ездить. И что вы думаете? Он приехал на 20 минут. А я когда подъехала, он мне говорит, Розана, я вас уже 20 минут жду. Я так волновался, что я на 5:30 утра. Он пришел еще на 20 минут раньше. Говорит, Розана, я так боялся опоздать. Ну, я первый раз дорогу не знаю. Думаю, может быть, не найду. Я, говорит, уже 20 минут здесь и вас жду. Все понятно сразу стало мне с этим. Ну, понимаете, все понятно стало. Что, чего, как. Понимаете, сразу какое ко мне отношение. Ну, если бы не пришел, тоже все понятно. Так что я вам говорю, мужчины, дай ему инструкцию, показывай ему, и он с удовольствием будет действовать, так же, как и мы. Если ты видишь, он тебе говорит, давай так поедем, там можем куда-то вот поехать там с палатками, у меня оборудование все есть, вот там специальный кемпинг есть, там так. И ты видишь, что вот человек, он вот, понимаете, вот видно, кто направляет, кто к тебе, ну вот, понимаете, это такое дело, что кто-то следует твоим инструкциям. Потом, я люблю очень ходить. И тот человек, который не любит это, ну, у нас разные интересы, это сразу показатель. Я не люблю вечером сидеть, кушать в ресторане. Мне не хочется. Я могу заехать в бар. Только так с 4 до 7 вот в это время. Все остальное мне там уже музыка, там уже все не очень... ну, так не скажу, адекватные, но уже все хорошо подвыпили, уже у всех настроение такое вязкое, такое все, понимаете, мне это уже не интересно. Я сама никогда не бываю такой совсем с алкоголем в теме, я не бываю никогда. Мне от бокала, полбокала, а то еще и от половина. Мне вот так. Поэтому вот это я не люблю. Если там, допустим, ты встретился с мужчиной, а он это любит, ну что, опять? Опять не вместе, ну так опять расходятся интересы. Поэтому, ну когда-нибудь будем говорить на эту тему. Надо попасть в такую волну. Девочки, пишет Гузель. Гузель Дубинина пишет. Девочки, есть у кого упражнения? Есть такие у кого-то упражнения выровнять таз. Гузель, моя хорошая. Что выровнять плечо, что выровнять таз. Абсолютно то же самое. Делайте это обыкновенное упражнение. Оно поможет. Медленно, потихоньку, но оно вам поможет, потому что все равно таз это все вот отсюда, это позвоночник, а позвоночник это кому плечо, кому ребро, кому сюда пол туловища, кому таз, кому что, это все от позвоночника. Не ищите разгадки, поднимайте руки. Поднимайте руки. Плохо вы себе точно не сделаете.
Я так думаю, но ни на чем не настаиваю. Выбор за вами. Наталья пишет: миллион счастливых лайков, Розана, вам. Спасибо, моя хорошая. Спасибо большое. Сейчас я вам скажу. Один все равно хотела. Что по времени? 40 минут? Нет, заканчиваю. Заканчиваю. Вот это да. А что я хотела вообще подойти к одному комментарию. Ну ладно, сделаю, мой хороший, сделаю видео, потому что такой был трогательный комментарий. Комментарий трогательный, но где же он, этот комментарий? Оленька Видова мою хорошую фотографию любимую поставила. Обнимаю вас. Спасибо, Розана. Спасибо вам тоже. Ладно, мои хорошие, я найду этот комментарий, и уже до следующей встречи я вам его зачитаю, и мы о нем поговорим. Я думаю, у многих есть. Вот эта мощная энергия жизни, слушай 7 раз в день. Роскошный результат. Вот это, девочки, это видео, оно маленькое, там небольшое, сколько-то минут, много минут. Но оно настолько садится, оно настолько работает. Вот кто хочет, кто услышит. Слушайте его. Вот его слушайте. Знаете, как тупо вот руки поднимать. Ну вот что руки поднимать, а как оно работает, как оно работает. Вот точно так же это видео. Его слушать. Оно работает, это именно тренировка. Все мои видео тренировка. Ну что, мои хорошие, давайте, еще есть у меня один вопрос. У меня еще есть один вопрос, который я хотела поднять. Мы с вами увидимся. Все, обнимаю вас. Всем спасибо за... Конечно, за лайки. Обнимаю вас. Пока.